Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, на мой канал, ведь здесь будет интересно. Сегодня поговорим о причинах весьма распространенного состояния, часто называемого людьми апатией. Рассмотрим ситуацию на примере, и я расскажу, на что в первую очередь нужно обращать внимание и что является наиболее правдоподобной причиной, а что наименее вероятными и притянутыми за уши, к которым, если и есть смысл обращаться, то только после гарантированного исключения причин правдоподобных. В общем, давайте разбираться. Вот пример описания реальной ситуации. Пример этот взят мной из открытого источника в социальной сети. Автор, рассказывающий свою историю, делал это анонимно, но все же публично. А потому никаких разрешений на использование данного примера не требуется. Итак, девушка 20 лет пишет. Я чувствую, что у меня есть 2-3 состояния. Я либо человек позитивный, либо никакой, либо депрессивный. Будто есть какая-то черта, какая-то граница, которую я постоянно пересекаю, и меня убивает грусть и апатия. Устала очень от того, что я не чувствую счастья, не вижу целей, не верю в светлое будущее. Такое состояние у меня около 8 лет. Устала от того, что не понимаю, что со мной происходит. Год назад, когда я еще ходила на всякие тусовки с подругой, я часто во время них отдалялась и тихо плакала или думала о жизни с сигаретой на балконе. Мне очень плохо, мое состояние меняется от продуктивного дня и прописки плана до обесценивания всего этого через день или два. Будто я хочу быть лучше, я хочу перестать страдать, а потом, спустя небольшое количество времени, я просто сижу в ванной под струями воды и думаю о том, что жизнь мне неинтересна. Плюс, добавляет она, есть снижение сексуальной функции, что, и вот это уже мое пояснение, выражается в снижении влечения как такового, проблемах с выделением смазки и снижением оргастичности. Вот так в целом девушка описывает свое состояние, определяя его как апатию. И когда к психологу обращается человек с какой-то подобной историей, все может пойти по двум сценариям. Правдоподобному и эффективному, и фантазийному и неэффективному. Правдоподобная и наиболее вероятная причина апатичного, преддепрессивного, а может быть и депрессивного состояния девушки – это гормональный сбой, причем хронический. Поэтому первое, что ей нужно сделать, обратиться к эндокринологу и сдать анализы на общий и специфический гормональный фон, ну а также к гинекологу, что указывает на высокую вероятность хронического гормонального сбоя. То, что девушке всего лишь 20 лет, а состояние длится, по ее словам, около 8 лет, то есть с самого начала полового созревания. Именно тогда гормональное развитие могло пойти не так, на что ребенок, конечно же, не мог указать, а взрослые в лице врачей не обратили внимания. А теперь фантазийные причины и варианты. Психологи мастерски способны выдумывать сторонние, притянутые за уши и якобы причинно-следственные связи. И это не секрет. Спектр их фактически бесконечен, но в данном случае девушка услышала вот такие варианты от психолога. У тебя кризис входа во взрослую жизнь, и твое состояние само пройдет. Или причина в отношениях с мамой, она тебя подавляла и что-то тебе запрещала в раннем детстве. Или тебя мог кто-то домогаться, есть признаки травмы насилия. Или у тебя подавленный внутренний ребенок, с этим надо работать. Или это проявление родового, семейного сценария. В общем, суть вы поняли. Выдумки на любой вкус и цвет и ничего про связь с реальностью, то есть с анатомией и физиологией человека. Будто бы у апатии или депрессии среди причин лишь неудачная любовь, тревога за будущее и никудышные родители.
И вот это просто история из интернета. А представьте, сколько людей с похожими историями обращаются к психологам и попадают в реальный круговорот вот таких фантазий, тратя время на разговоры о том, что к сути может вообще никак не относиться, но и стало быть никак не ведет к решению проблем. В заключение скажу, что если у вас или кого-то из знакомых есть подобные состояния, проверяйте сначала наиболее правдоподобные причины. К слову, кроме гормональных сбоев могут иметь место опухоли, например, некоторые инфекции и еще куча всего, чего нужно проверять и исключать. Не спешите искать кошку в темной комнате, ее там может и не быть. К сожалению, многие психологи попросту слабо знакомы с самой анатомией, физиологией человека, а потому не в состоянии сделать верного предположения и дать необходимую рекомендацию. Я привел один лишь пример, но дело не в конкретном вот этом случае, а в общей модели выделения психологами гипотез относительно состояния человека с апатией, ну или там, депрессией. Даже если бы это была не девушка 20 лет, а 50-летний мужчина, гипотезы оказались бы теми же, вот этими самыми фантазийными. И если уж говорить о сути именно психологической работы с депрессивными состояниями, то это развитие навыка адаптации через развитие контакта с телом и постепенная настройка ключевых сфер жизни, что опять же далеко от всяких там фантазийных домыслов. В общем, будьте внимательны и сохраняйте критичность при обращении к специалистам. И на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!